И сотни упражнений разработал самостоятельно, используя накопленные знания. Но можно сказать, что при выполнении даже одного упражнения, самого простого, есть десятки различных мелких нюансов, о которых люди даже не догадываются, тренируются годами, не задумываясь о том, что они что-то делают не совсем правильно. Вот сегодня мы рассмотрим самое простое упражнение — сгибание рук стоя со штангой. Начнем с самого простого. Это дыхание и безопасность при взятии штанги с пола и возвращении ее на пол. Мы должны подойти к штанге, и что обычно делают некоторые люди, они нагибаются и спиной поднимают вес. Спина при этом формируется. Если вы хотите поднять большой вес, оденьте страховочный пояс и очень туго его застегните, так, чтобы он поддерживал ваши мышцы в области талии. Затем поставьте ноги по шире, присядьте и ногами поднимите штангу с пола, глядя вверх. Вот так вот правильно нужно брать вес и возвращать его на пол. Затем дыхание вверх, выдох, вниз, вдох. И затем поставьте точно так же штангу на пол. Это правильная техника. Вы можете увеличить безопасность выполнения упражнения, если будете брать штангу не с пола, со специального возвышения, допустим, с какой-то специальной деревянной трубочки или со стула. Это позволит уменьшить амплитуду и упростит взятие снаряда и возвращение его на место. Касательно дыхания, это правило касается именно этого упражнения. В других упражнениях фаза сокращения мышцы может быть в другом направлении, и выдох может производиться не обязательно вверх, но и при движении вниз. Но сейчас мы рассматриваем именно сгибание рук со штангой стоя. Это упражнение можно выполнять как с прямой, так и с изогнутой штангой. Если вы штанги изогнуты, это позволит уменьшить нагрузку на ваши запястья, понизить боль дискомфорт в области запястья, если она присутствует. Если же у вас нет никакого дискомфорта при работе с прямым грифом, то более эффективно все-таки делать упражнение с прямым грифом. Но очень часто возникает боль дискомфорт, поэтому нам указывает более безопасный вариант, это сгибание со штангой стоя с изогнутым грифом. При работе со штангой стоя вы можете использовать для повышения безопасности и снижения ощущения дискомфорта кистевые. То есть бинты и лямки. Бинты в данной ситуации захватывают основание ладони, уменьшают нагрузку на эту область и уменьшают ощущения неприятные. Использовать пояс, бинты, кистевые лямки нужно при работе с большими для вас весами, если вы ощущаете действительно дискомфорт, даже в небольшой степени. Если же никаких проблем нет, можно выполнять это упражнение без всей этой экипировки. Но обычно с повышением рабочих весов, а повышение рабочих весов очень рекомендуется, все это становится актуально. Как использовать кистевые ремни, надевая на руки и привязываем с штанги, это позволяет уменьшить боль запястья и сконцентрироваться на бицепсе, а не на нагрузке на более слабое запястье. Можно привязать руки с помощью кистевых граммов, что обычно я делаю, когда вес штанги превышает 60 кг. Сейчас это обучающее видео, вес на штанге всего лишь 32 кг. Мы продолжаем рассматривать, как можно делать правильно. И посмотрим, что неправильно стоять полностью ровно. Если мы будем стоять полностью на прямых ногах, с помощью прямой спиной, нас будет носить. Правильная позиция роста. Чуть согнув ноги, отводим таз назад, руку поднимаем вверх, подбородок вверх и в таком положении работаем. То есть,
работает в ногах и ответила назад в тазобедренном суставе, положение более устойчиво, так как центр тяжести ниже, вы сможете работать с большим весом, меньше раскачиваться. С какой скоростью выполнять упражнение? Для начинающих оптимальная скорость 2 секунды вверх, 2 секунды вниз. Это даже слишком качественное выполнение при работе на повышение рабочих весов через стандартность такое выполнение снижается. И уже начинаем работать вверх максимально быстро. Вниз, в принципе, тоже в этом упражнении смысла бегать допускать вес я не вижу. То есть более медленное выполнение, конечно, даст нам концентрацию на бицепсе, ощущение наполненности кровью, но наша основная цель – это повышение рабочих весов при работе на бицепс. На штанге 32 килограмма мы никогда не накачаем себе хороший объем, и если вы сконцентрироваться на качестве, у меня потом бицепс никогда не вырастет до таких размеров, как сейчас. За время занятий бодибилдингом мне удалось увеличить объем руки более чем на 10 сантиметров. Упражнения можно выполнять 3 хватами. Средний хват на ширине плеч равномерно распределяет нагрузку на оба пучка бицепса. При узком хвате нужно ставить ноги шире, и нагрузка смещается на внешнюю часть бицепса, которая как эффектно видна кожи сзади и со стороны. И, наконец, работая широким хватом, мы смещаем нагрузку на внутреннюю часть бицепса. А теперь посмотрим, что такое внутренняя и внешняя часть бицепса. То, что мы видим с этой стороны, это и есть внешний пучок бицепса. Это та мышца, на работу на которую мы акцентируем при работе узким хватом. Точнее, тот пучок бицепса. И бицепс это двуглавая мышца руки, вот, собственно, внешняя головка бицепса и видна при такой работе. И внутренняя часть бицепса, это мы ее видим при демонстрации бицепса. То есть то, что находится изнутри, работает при широком хвате. Если у вас хорошо растет бицепс, можно пользоваться стандартным средним хватом сразу на оба пучка. Если же какая-то часть вы заметите отстает, можно тогда добавить подходы широким или узким хватом. Некоторые люди, выполняя тренировку бицепса, поднимают локти вверх вот так. Это не совсем правильно. Ведь бицепс это сгибатель руки. Соответственно, чтобы сгибать руку, надо локти держать зафиксированными у тела. Вот так. Если мы немного изучим анатомию, мы обнаружим, что передняя дельтовидная мышца и отвечает за выжимание, за выведение руки к колбу и выше. То есть фактически это получается начальная стадия жима вверх. Соответственно, вместо бицепса у вас будет работать вот эта мышца, передняя дельтоплеча. А для ее тренировки есть упражнения получше, чем сгибание рук со штангой для бицепса. Когда мы сгибаем руку со штангой в нижней фазе амплитуды, работает нижняя часть бицепса. Вот это. Когда мы сгибаем руку со штангой в верхней части амплитуды, работает верхняя часть бицепса. Вы тоже должны это знать и учитывать, выбирая, в какой фазе вы будете давать максимальную нагрузку, основной акцент. Если у вас травмирована спина, оденьте пояс, подойдите к стене, опуститесь на стену, прижмите таз, ноги выведите вперед на 30-40 см,
лежат голову, попробуйте изолированный вариант выполнения. Такой вариант выполнения гораздо более трудный, более безопасный и позволяет хорошо изолировать работу бицепса. Если вы уже на протяжении нескольких месяцев выполняли упражнения для укрепления поясницы, например, наклоны с гантелью или со штангой в руках, в многоповторном режиме, 3 раза в неделю, и укрепили мышечный корсет позвоночника, то вы можете вполне, если у вас здоровая спина и подготовленный мышечный корсет, попробовать такой вариант выполнения сгибания со штангой стоя с читингом. Это дает максимальный рост силы и массы мышц. И это был любимый прием тренировочный и есть у многих профессиональных спортсменов. В том числе сгибание после штангой читингом с огромным весом считал наиболее эффективным упражнением знаменитый Арнольд Шварценеггер. Арнольд выполнял сгибание со штангой стоя с читингом выполняя 125 кг на 5 повторений. Я максимально делал сгибание со штангой стоя с читингом с весом 100 кг. Вернуться мне далеко, но это тоже было для меня немало достижением. Посмотрите, как работать с читингом, чтобы вероятность получить травму не увеличивалась, а уменьшалась. Точно так же, как работать с читингом, чтобы вы не крали свою нагрузку у бицепса, заставляли работать его еще больше и расти еще больше. Читинг — это искусство и специальная техника. Это не работа сверху техники. Мы выполним штанги, правильно берем из пуха, чтобы не держать тяжелый вес. Затем мы начинаем давать рывок в начале движения. Это правильная техника. Это неправильная техника. Это правильный перегиб позвоночника может травмировать базу спины и крадет нагрузку бицепса. При правильной технике обратного перегиба позвоночника просто нет. В конце движения вы стоите прямо, и все безопасно. Кроме того, вы разгружаете связки бицепса с большим весом в нижнем пальце амплитуды и таким образом предохраняете связки бицепса от травм. Таким образом, мы рассмотрели выполнение и в суперизолирующем стиле, и с читингом. Мы рассмотрели много нюансов. Но существует еще очень много нюансов, почему бицепс может не расти. Например, вы тренируете руки слишком часто, вы тренируете руки слишком редко. Начинающим все просто. Достаточно тренировать руки 1 раз в неделю с максимальными весами и 1 раз в неделю с небольшим весом делать вспомогательную тренировку. Потом вам нужно индивидуально подбирать тренировок. Так как слишком часто или слишком редкий тренинг приводит к тому, что бицепс не растет. Точно так же вы можете качать бицепс в конце тренировки, и он из-за этого может не расти. Поэтому, если у вас бицепс это отстающая мышца, как у меня, то нарабатывайте его ближе к началу тренировки, а еще лучше в отдельный день. Если вы хотите накачать силу и массу бицепса, выполняйте один различный подход 15 повторений, затем 3 подхода по 6-8 повторений с большим перерывом по 2-3 минуты. Это нужно применять к тяжелому тренировочному дню с максимальными весами. Если же это легкая тренировка, ваша задача пахнуть мышцы под большой кровью, то вес надо взять на 30-40% меньше и сделать 3 подхода по 10-12 повторений с перерывом в 1 минуту. Но, конечно, не забывайте про размер. Вы смотрели боксера нашего знаменитого Радикова.